Сержант Николас Смит преследовал преступников, пытавшихся сбежать, уже около 15 минут. Это была классическая сцена погони. Напряжение, проблесковые маячки и звук сирены, удивленные взгляды прохожих. В центре города ему было особенно сложно, ведь так не только можно легко потерять автомобиль, но еще и случайно спровоцировать аварию. Но вскоре погоня перешла на более безопасное шоссе. Николас напряженно следил за внедорожником, который пытался сбросить его с хвоста. Вместе с ним была его верная собака породы, бельгийская овчарка. Она тоже в полной бдительности наблюдала за событиями, готовая отреагировать на любую команду хозяина. Неожиданно внедорожник повернул и вырвался вперед, а после также внезапно остановился на обочине. Из него вышли преступники, их было 4. Очевидно, они решили, что на дороге скрыться от погони не смогут. Вокруг шоссе был лес, где они решили спрятаться. Однако сержант не планировал их отпускать. Николас выбежал из своей машины, прежде велев своему псу Максу остаться в салоне. Взяв оружие, полицейский отправился в погоню. Он не мог отпустить преступников, они должны быть наказаны по всей строгости закона. Продвигаясь в лес, Смит пытался увидеть хоть какие-то признаки, указывающие на то, где именно скрываются злоумышленники. Однако вокруг было тихо, даже ветки не хрустели. Николас осторожно крался вперед, внимательно прислушиваясь. Он держал оружие наготове, чтобы быстро отреагировать на любое движение перед собой. И вдруг весь мир замер. Смит ощутил удар и понял, что на него напали со спины. Кто-то стукнул его по затылку увесистым предметом. Николас начал терять сознание. Последнее, что он успел сделать, это нажать на кнопку открытия двери машины, чтобы выпустить Макса. Возможно, он что-то сумеет сделать. Стоило только дверям распахнуться, пес бросился наружу. Он точно знал, где искать хозяина, его вели следы. Макс увидел Николаса среди деревьев. На его животе сидел мужчина крупного телосложения. Естественно, сержант не мог оказать никакого сопротивления, будучи без сознания. А ведь в руке преступника был нож. Он легко мог убить Смита. Но Макс сделать это не позволил. Разогнавшись до огромной скорости, пес влетел в преступника, заставив того слететь с полицейского. Но злоумышленник быстро пришел в себя и встал на ноги, выкрикивая намерение убить собаку здесь и сейчас, а потом разобраться и с полицейским. Преступник схватил с земли огромную ветку, а в другой у него так и остался нож. Он бросился на Макса, но тот не испугался и не собирался отступать. Собака смогла увернуться от удара палкой, а потом и от ножа. После он схватил преступника за руку чуть ниже локтя. Естественно, это было больно. Преступник не сдержался и закричал. Он попытался скинуть собаку с руки, однако та крепко сжимала челюсти. Макс знал, отпускать конечность нельзя. Преступник осел на колено, отбросил палку и начал бить пса ножом. Но тот смог увернуться, хотя и пришлось для этого отпустить руку мужчины. Злоумышленник не упустил возможности, вскочил на ноги и побежал в лес. Макс же развернулся и направился к Николасу, так как чувствовал, что хозяину нужна помощь. Сзади раздались голоса. Нос пса все еще ловил окружающие запахи, а уши звуки. Он пошел в сторону людей, направлявшихся к ним. Это оказались полицейские из второй машины, следовавшие за погоней. Они не могли оставить коллегу без помощи. Офицеры узнали Макса и побежали за ним. Пес привел их к хозяину, который все еще оставался без сознания. Это вызвало тревогу и опасения за жизнь сержанта. Вскоре пострадавшего доставили в ближайшую больницу. Доктора сразу начали свою работу. Они сделали несколько анализов и исследований, и положение дел было откровенно не из лучших. Макс все это время переживал. Его взял домой один из офицеров, который видел, как пес всю ночь беспокойно метался с места на место, явно переживая за владельца. Утром он уже ждал около машины, без слов прося отвезти его в больницу. Доктор там сообщил неутешительные новости. Оказывается, у Николаса серьезный перелом черепа, вызванный ударом по затылку. Кроме того, полицейский получил кровоизлияние в мозг. Он находился в коме, и медики не могли дать никаких прогнозов. Увы, Максу не позволили зайти в реанимационную палату. Ему пришлось ждать около входа в приемный покой. Когда офицер вышел из палаты, Макс с тревогой посмотрел на него, ища хозяина. Конечно, его не было рядом с мужчиной. Пес вопросительно глядел на полицейского, а тот лишь печально покачал головой и направился к служебной машине. Макс последовал за ним. Он все понимал. Спустя несколько месяцев врачи решили отправить Николаса домой. Он все еще был в коме, но его состояние удалось стабилизировать. Ему обеспечили постоянный уход. Макс постоянно дежурил около кровати хозяина, будто боялся оставить его одного.
И вот однажды утром пес заметил что-то неладное. Он выбежал из комнаты Николаса и пошел будить его сиделку. Та с неохотой поднялась, все же дело было среди ночи. Следующие месяцы были уделены усиленной реабилитации, которая после длительной комы очень тяжела, ведь у Николаса атрофировались мышцы. Врачи говорили, что могут уйти месяцы или даже годы на обучение ходьбе заново. Конечно, постепенно Смит научился передвигаться, но делал это медленно и неловко. Однажды ночью полицейский решил сходить в ванную комнату. Макс последовал за ним и вдруг обнаружил нечто странное. Даже не звук, а запах. Он внимательно посмотрел на хозяина, а тот вдруг стиснул зубы от боли. Макс начал лаять и бегать по дому, силясь привлечь внимание сиделки. Вскоре та проснулась и поспешила к Николасу. В тот момент он уже бился в припадке. Тело сотрясалось от судорог, а изо рта шла пена. Сиделка сразу сориентировалась в ситуации. Она присела рядом и помогла Смиту немного успокоиться, а также позвонила врачу. Как только тот прибыл на место и осмотрел мужчину, выводы его были неутешительными. Он сказал, что не может прощупать пульс или уловить дыхание Николаса. Доктор считал, что полицейский мертв, но Макс точно знал, что это не так. Когда врачу принесли носилки для того, чтобы унести тело, пес стал его защищать. Встал перед хозяином, принял боевую позу и начал рычать. Так продолжалось около часа, и врачу пришлось позвонить в полицию. Он попросил прислать кого-то, чтобы убрали собаку. После доктор рассказывал, что, похоже, стал свидетелем эффекта Лазаря. Николас казался мертвым, но такое видение создалось из-за приступа эпилепсии. Какое счастье, что Макс смог почувствовать, что его владелец еще жив. Ведь неизвестно, что могло бы случиться с Николасом, если бы его верного друга не было рядом. Вот такой настоящий друг несколько раз спас жизнь своему хозяину. Собаки, особенно дрессированные и воспитанные, способны и не на такие подвиги ради людей. Как жаль, что люди не всегда могут отплатить им тем же. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.